Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Шатилович. Я профессиональный сновидящий и парапсихолог. Сегодня поговорим о том, почему Таро не работает. В последнее время очень многие люди заинтересовались картами Таро. Купили колоды, купили книги, делают расклады. Но очень у маленького процента людей карты Таро дают правильные ответы. Сегодня разберемся, почему. На то есть несколько причин. Причина первая. Для того, чтобы работать с картами Таро, нужна энергия. Чтобы познакомиться, изучить, научиться применять эти карты, нужна энергия, нужны жизненные силы. А очень многие люди сейчас пребывают в состоянии длительного, продолжительного стресса. Падает иммунитет. Естественно, ослабевает аура человека. Идет утечка жизненных сил, утечка энергии. Почему? Потому что мы уже 2 года живем в состоянии войны, стресса. Даже если вы в относительно безопасном месте, вы хорошо себя чувствуете, у вас все в порядке с вашими близкими, с вашей семьей, но вы, так же как и все украинцы, находитесь в состоянии войны и можете страдать от этого на бессознательном уровне, что, естественно, забирает у вас жизненную силу. А для того, чтобы научиться работе с картами Таро, нужна эта энергия. Какое-то время, когда ты учишься, только начинаешь работать с картами, ты очень устаешь. Взял карты в руки, помешал, сделал какой-то расклад, вытащил там несколько карт, посидел, почитал в книге значения, или вы купили какой-то курс, сейчас этих курсов много, и энергии нету, куда-то эта энергия девается. Потому что, во-первых, это новое увлечение для вас. Все новое, оно требует внимания, оно требует сил, энергии. Ну и плюс сама система карт Таро такая, что вы должны напитать их энергией. Вы должны как бы прожить с этими картами определенную жизнь, прочувствовать их, провести какие-то параллели, ассоциации с каждой картой. Вот даже я рекомендую такое делать упражнение. Когда вы берете старшие арканы, проведите ассоциацию каждой карты с каким-то человеком из вашей жизни. Ну вот, назначьте, что, например, вот картой шута будет там ваша собака. Маленькая, глупая, радостная собака. Там картой маг, например, будете вы сами, вы мастер. Вы там все любите делать самостоятельно, любите начатое доводить до конца. Вы изучаете там вот эти магические науки. Там кто-то будет жрицей, кто-то императрицей, кто-то императором. То есть проведите параллели, ассоциации с людьми, с животными и с событиями вашей жизни. Вот когда вы будете изучать младшие арканы, то вам нужно провести ассоциации с событиями. То есть, например, вот 5 жезлов, карта, где люди дерутся. Вспомните какую-то драку, в которой вы участвовали или были свидетелем этой драки. И вот вы можете провести параллель с 5 жезлов. Таким образом, вы легче запомните значение арканов, и вы будете понимать о том, что они обозначают. Поэтому, если у вас сейчас не хватает жизненной энергии, недостаточно сил, то нужно карты Таро отложить, расслабиться, отдохнуть, заняться своим здоровьем. И когда вы будете чувствовать себя лучше, тогда уже прийти к изучению этих интересных вещей. Второе. Попытки заучить значение каждой карты. Карт много. Карт в колоде у нас 78. Но судеб-то гораздо больше. И жизненных ситуаций гораздо больше, нежели 78 арканов. Поэтому неправильно пытаться заучить значение каждой карты. У каждой карты несколько значений. Так они есть еще значение прямой карты и перевернутой карты. И, соответственно, запомнить это очень-очень сложно. Да и не нужно. Потому что, чтобы работать с картами, необходимо творчески смотреть на каждый аркан. У вас должно быть образное мышление. Должны работать ассоциации.
вот эти параллели, обязательно должна работать интуиция, чтобы, глядя на карту, вы могли почувствовать, что она говорит именно сегодня, вот что она хочет вам передать. Например, вы можете достать ту же карту «Пятерка жезлов» и ощутить, что это борьба, но борьба не внешняя, что там драка или конфликт какой-то, ссора, а борьба внутренняя, что эта борьба происходит внутри самого человека. Как вы можете увидеть это по карте? Никак. И перебирать разные значения перед чеком вы тоже не станете, потому что это будет уже просто угадывание, да, а не диагностика при помощи карт Таро. Вот почему нельзя говорить гадать? Потому что гадать — это вот перебирать варианты. Как делают там многие тарологи, достают карту и говорят: ой, вы можете в этом месяце пойти учиться, а может быть вам предложат замуж, а может быть вы разведетесь и будете рады начать новую жизнь. Так не бывает. В жизни человека события происходят конкретным образом. И карты должны это показать. А ваша задача это увидеть. Для этого у вас должна быть развита интуиция и образное мышление. Чтобы почувствовать, что это борьба внутренняя. Или же, что это действительно конфликт вот, там, с соседями, конфликт с начальством, реальный конфликт в жизни человека. Следующий момент, из-за которого часто тарологи, начинающие тарологи ошибаются, почему Таро не работает, это некорректно сформулированный вопрос. Люди, обращаясь к картам Таро, хотят знать, когда это произойдет и что мне необходимо делать. Вот пусть карты скажут, выходить мне за него замуж или не выходить, идти на эту работу или не идти, или же когда я выйду замуж, вот когда это произойдет. Карты не могут ответить на этот вопрос. При помощи карт мы можем просканировать несколько вариантов развития событий, то бишь просмотреть, что будет, если вы пойдете на эту работу, на эту должность, а что будет, если вы пойдете на другую работу, на другую должность. Но решение принимать придется вам самим. И если вы неправильно зададите вопрос, тогда, конечно, карты Таро работать не будут, и вы получите неправильный ответ. То же самое по срокам. Там не написано, через сколько это произойдет. Не ищите значение карт. Там вот кто-то выставляет, там, вот, если выпадает императрица, это произойдет весной. Если выпадает император, это произойдет, там, предположим, через год. Такого не бывает. В картах не заложены сроки. Сроки вы должны закладывать самостоятельно, перед раскладом. Оговариваются сроки. Или это с клиентом оговариваются, или вы сами загадываете. Я хочу знать, произойдет ли задуманное событие в течение года, в течение месяца, в течение полугода. Максимальный срок 2 года. Больше не нужно, потому что мы можем изменить свое будущее и, в общем-то, смотреть на такой далекий период при помощи карт это малоэффективно. Для этого есть другие техники. Это тоже нужно знать. Об этом я буду говорить на своем новом канале. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, подпишитесь на этот канал, нажмите обязательно колокольчик, чтобы все новые видео приходили вам как уведомления. И ставьте лайк, пишите комментарии под этим видео. Это поможет YouTube распространить это видео вашим знакомым. Четвертая причина, почему не работают расклады на картах Таро. Потому что тарологи наши любят выкладывать очень много карт, делать очень громоздкие расклады на весь стол, на пол колоды, задавать разные вопросы, подвопросы, доставать на каждую карту еще пояснительные, 2-3 карты. Когда залазишь в интернет, то просто ужасаешься этому, потому что задается один вопрос, таролог выкладывает по 3 карты 10 раз, выкладывает полколоды, потом показывает одну карту и говорит: вот смотрите, будет то-то и то-то. Если вы так делаете, то вы просто ищете ту карту, которая вам понравится, и тот ответ, который вам понравится.
А с этими картами так не работают. Всегда на один вопрос достается одна карта. Если же это выпала карта двора, так называемого, то есть это пажи, всадники, короли, королевы, то можно достать еще пояснительную карту. Одну. Спросить, что обозначает эта карта. Ну, можно достать еще одну, что она не обозначает. И все. Но никак не выкладывается 10 карт, а уж тем более по 3 карты на один вопрос. Это уже идет профанация. Это не профессионально. Вы просто таким образом ищете то, что вам понравится. Естественно, точность снижается, и карты Таро работать не будут. Имейте в виду, один вопрос, одна карта. И последняя, пятая причина, почему карты Таро не работают. Не работают потому, что вы создаете очень много лишних ритуалов. Дескать, карты нужно чистить обязательно. Жить они должны в мешочке. Им нужно платить денежку за гадание на картах, да, там копеечку бросать. Обязательно карты раскладывать на поверхности какой-то, на ткани, на бархате. Обязательно там выкладывать в такой позиции. Вот таким образом. Все это условия, которые вы сами придумываете. От этого они работать лучше не станут. Но вы тем самым себя ограничиваете. Вы как бы создаете себе рамки, что в этих условиях я могу работать с картами, а в других условиях я не могу работать с картами. Соответственно, вы от этого и страдаете. Потому что, а вдруг не будет возможности там положить монетку в колоду, или же не будет мешочка. Все, значит, вы уже работать не сможете. Соответственно, будете ошибаться. Но и самая главная ошибка здесь в том, что в таком случае картам придается отношение такое, как к живому механизму, к живому организму. То есть вы с ними общаетесь, вы их там благодарите, вы их гладите, вы с ними общаетесь как с живым человеком, как с живым организмом. Если у вас такое отношение к ним, то вы не можете управлять другим живым организмом, и они вам подчиняться не будут. Естественно, они будут вас путать, и вы будете ошибаться. К картам должно быть отношение как к инструменту связи с вашим подсознанием. Ваше подсознание и мое подсознание знает все. Потому что подсознание, оно связано с мировым банком данных, с информационным полем Земли. А через образы, которые мы видим на картах Таро, мы можем понять, что хочет сказать нам наше подсознание, что оно желает нам передать. Именно это и залог успеха работы с картами. Правильное отношение к этим картам. Отношение к ним как к инструменту, не более того. Ни в коем случае не присваивать им жизни и каких-то таких ритуалов, характера этим картам присваивать не нужно. Если вы будете соблюдать все эти правила, то обязательно эти карты дадут вам правильную информацию, и вы получите удовольствие и радость от общения с ними. Всего вам доброго. Задавайте свои вопросы в комментарии к этому видео. И до новых встреч на моем новом канале.